Волки спят чутко, но, как все живое, порой видят сны. Матерый спал, и снилось ему, что он щенок, несмышленный слепыш, который тычется в мамин живот в поисках теплого соска. Не любил он эти сны, они всегда снились к беде. Первый раз такой сон приснился ему еще молодому, а потом волк едва ушел от охотников. Помогли кабаны, порвавшие флажки, которыми охотники огораживают загон. В другой раз, после такого сна, волк получил заряд картечи в заднюю ногу, но выжил, даже собаку загрыз и ушел из загона. С годами волк заматерел, опасность чувствовал издалека, сил набрался и хитрости. А вот со стаей не повезло, выбили охотники стаю, еле ушел сам. А теперь он встретил волчицу, и все у них сладилось. Волк таскал зайцев, косуль, снял с гона пару собак, унося их подальше, чтобы след не взяли. Так и кормил свою волчицу, а та уже и рычать стала на него, значит, скоро появятся на свет маленькие волчата. Рожать будет на болоте, показал матерый волчице островок в глубине болота. Добраться до него непросто, но человеку и вовсе невозможно. В сон ворвался далекий лай, и матерый проснулся. Охота, слово это ненавидят все звери, но сейчас охота была именно на волков, а значит, на них. Матерый прислушался, пытаясь понять опасность. Гон шел прямо на них, и матерый повернулся к волчице. Пора уходить, говорило поведение волка, и они пошли прочь, дальше от гона и ближе к спасительному болоту. Волчице уже тяжело бежать с большим животом, а так уйти от погони не получится. На открытом месте на них кинулась большая собака, но волк закрыл собой волчицу, и пес вцепился ему в бок. Тупые шавки, предавшие свободу за миску, подобострастно служащие своему хозяину. Волк презирал их и не щадил вовсе. Вот и сейчас он рванулся, оставляя кусок шкуры в собачьей пасти, и вцепился в шею псу. Резкий рывок головой, и позвоночник собаки не выдержал. «Уходи!» – зарычал матерый на волчицу и развернулся. Он все решил для себя, это будет славная битва, но волчица должна успеть, болото совсем рядом. А вот и вся свора. Волк и тут мог бы передавить их всех, но маневра не было, надо увести собак от волчицы. Да еще и люди с ружьями, эти застрелят и не задумаются, но стрелять в собак люди не станут, и волк кинулся в самую гущу. Это последний бой, но матерый решил дорого обменять свою жизнь, обменять на жизнь будущих волчат. «Стреляй!» – орали охотники, но куда? Волка облепили собаки, а он рвал то одну, то другую. Его все-таки застрелили, когда от своры осталась половина, но матерый не жалел свою жизнь, последние мысли были о волчице. Должна успеть, и матерый встретил смерть гордым и свободным зверем. Ух, какой матерый зверюга! Люди толкали ногами остывающее тело, как будто до сих пор боялись волка. Волчица подбежала к болоту и прыгнула, первый прыжок нужен мощный, но отвисший живот помешал, и она зацепилась за кочку только передними лапами. С усилием потянувшись, волчица выбралась на большую кочку и, едва отдышавшись, двинулась дальше. Теперь кочки располагались ближе, и волчица добралась до заветного острова. Логово они начали копать давно, когда матерый только показал ей этот остров, но сейчас надо немного расширить, и волчица принялась копать. Она едва успела, когда начались роды. 6 маленьких комочков, которые еще такие беззащитные, что не выживут без нее. Они лежали, присосавшись к набухшим соскам, а волчица думала, что это ничего, пока молоко есть, а потом она хоть лягушек наловит, но выкормит потомство. Наевшись маминого молока, волчата заснули. Маленький комочек мирно спал, уткнувшись мордой в мамин живот, и ему снилось, что он большой и сильный волк, который скорее умрет, но никогда не позволит надеть на себя ошейник. Матерый улетел в небо, но в какой-то момент полет закончился, и он очнулся, уткнувшись в теплый мамин бок, ему снилось,